опять утро. И вот такой пока. Такой экземпляр. Вот такой. Крепышок такой. Вот. Рядом польский. Тоже его возьмем. Доброе утро, лес. Раннее утро нас встречает два хорошеньких боровичка. Вот один. И рядышком второй. Темный ельничек. И вовсю пошли малыши. То есть гриб уже идет. Не только по высокому лесу, но и по иголке. Вот еще малышики. Чудесные грибочки для маринования. Практически с ножкой. Карапузики маленькие. Ну вот как мы прячемся. Как его можно заметить? Его можно только почувствовать. А вот большой брат выдал маленького брата. И еще один. Вот так мы растем парами. Ну что ж, вот такой. Еще два. И прекрасный третий. Вот так. Но сейчас снимем грибы, которые совсем не хотят, чтобы их находили. Прячутся. Это удивительно. Казалось бы, здесь ничего нет. Но когда хочешь проверить вот этот бугорок, там вдруг обнаруживается вот такой сюрприз. Только вылез. Ну, такие дырочки надо заделывать. Вот так. И два
малыша. Как они красиво растут. Вот такой экземпляр. Сильный, красивый. И еще один молоденький. Вот такие друзья. Вот опять брызги проявляют чудеса маскировки. А рядом еще один вылез с горы. Вот такие два молодца. Чудесная. Такие очень даже симпатичные экземпляры рядом с дорогой. Рядом с машинами. Все побежали в глубину. А иногда не обязательно бежать в глубину. Просто нужно внимательно походить поближе. Вот так. Еще. Так. Беленькая такая. Хорошая троица. Такой пенечек. С одной стороны заходишь, ничего не видишь. А с другой стороны зайдешь. Вот этот уже кто-то выел. Но ножка хорошая, крепенькая. Ну а второй вообще так запрятался. Вот он как запрятался. Вот. Очень внимательно приходится смотреть, потому что совсем маленькие. Я вот так маленько отвлеклась на рыжики, а тут снова малыши. Вот такие они в иголочки полезли. Такие карапузики. Ах, ну какие красивые, ну какие замечательные картины. И какие замечательные молодые грибочки. Иголка. Ельник. О, это тоже такой уже самый старший. Вот он. Вот он. Семейство. Ну вот как мы
замаскированы. Вот такой диверсант. Рядышком еще один. А здесь еще третий. Или еще они будут расти. Вот за что я люблю грибы. Очень красивый. Ну, проверим его. Прекрасный экземпляр. Ну, здесь польский. А вот это очень красиво. А вот какие. Вот еще один, третий. Рядышком четвертый. Попробуем. О, сам выскочил. И еще у нас здесь спрятался пятый. Тоже красивый. Вот такая картина. Бывает, конечно, такие изящные экземпляры. И вот он стоит на бугорке около лесной дорожки. И он как будто зовет. Но когда же вы меня заметите? Машин-то здесь немало ездит. Ух, как его здесь тяжело. Между какими-то прутьями вырос. Опа! Вот какой. Такой нагастенький. Ну, вообще-то прям такой прям франт. Весь аккуратненький. Даже какая-то белая каемочка по шапочке. Весь лес уже ожил. Поэтому ищем какие-то другие тропки. Перебираемся. И посмотрите, какие плантации зонтика. Какие гигантские на этих выпусках. Это я, наверное, такие ближе к осени только находила. Ах, в крапиве.
Такой, на сковородку. Двадцать 28 сантиметров. Наташа, как слышишь, прием? Конечно, когда уже волна набирает силу, настолько они все разнокалиберные, разномастные боровички. Где-то пропущенные побольше. Мне кажется, он все равно, хоть он и здоровый, но он будет обязательно крепкий. Ой, еще очень хорошенький. Вот. Это тоже кто-то им полакомился. Наверное, зубки даже видны. Белка, наверное, все-таки его грызанула. Так, а вот свежие сардары поменьше. Но опять же, и по цвету шляпки, наверное, и по форме они будут абсолютно разные. Этот такой молоденький, а этот такой... Ой, сразу оторвала. А этот такой... Он даже под бревно вот залез был здесь. Такая же шляпка у него, более бурая. Вот разные совершенно по калибру. Но белые. Второе сентября 2021 года. День начинался очень рано. День заканчивается, солнышко вот уже садится. Мы специально искали место, такую поляночку, более солнечную. А грибов становится больше. С одной стороны, в одних местах больше, а в других местах становится меньше, потому что больше людей, очень много грибников в лесу. И практически все какие-то маршруты, все дорожки уже сложно собрать то количество, которое было в начале и которое хотелось бы. Приходится ездить, приходится рыскать, приходится искать новые места. И самое главное, это, наверное, как в лесу, в любой ситуации, это не расставаться с надеждой. Потому что каждого ждет свой гриб. А возможно не один, а возможно десяток, а возможно сотня. Главное не отчаиваться, главное верить. И главное видеть, что вдоль дорог везде стоят машины. И даже то, что люди бегают по лесу, это показатель того, что грибы есть. Нужно искать свой гриб. Вот мы сегодня нашли, чем мы рады с вами поделиться. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если нравится. Я надеюсь, что осень еще только-только начинается, дальше будет интересней. И не обязательно, может быть, даже с количеством грибов, как будет меняться. Грибы сегодня уже появились, грузди. Сегодня еще много лисичек, огромные зонтики целыми полями. Но мы это все в кадр уже не выставляли. Но в лесу становится очень интересно. До встречи! Может, и с вами увидимся.